Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мария Фараонова. И мы с вами начинаем шить вот такую вот. Новогоднюю прихватку в виде мышки. Вот смотрите, как она выглядит. Здесь вот есть кармашек. Обратная сторона у нее вот такая. Здесь аппликация. Вот такое вот ушко. Вот такая вот петелька. И вот хвостик. Вот такой. Наша прихваточка будет точно такая же, только чуть-чуть больше, чем эта. Потому что, когда я сшила эту прихватку, мне показалось, что она маленькая. Поэтому я решила увеличить выкройку. Итак, мы с вами приступаем. Для начала на листе выкроек найдите деталь номер 1. Выкройки распечатайте, естественно, и вырежьте деталь под номером 1. Вот так она выглядит. Вырежьте ее не только по контуру, но и также вырежьте вот этот вот глазик и хвостик вместе с бантиком. Вот видите как? Не до самого конца вырезайте, а вот так вот, как я сделала. И вырежьте ротик. То есть эти все нам детали понадобятся. Теперь возьмем кусочек ткани, из которой мы будем шить. У меня вот такая вот ткань. Размер этого кусочка 23 сантиметра на 17 сантиметров. Тут главное, чтобы размер нашей ткани был немного больше, чем выкройка. Выкраивать мы будем без припусков на швы. У нас по краям припусков на швы не будет. Мы сделаем потом косую бейку, обработаем косой бейкой. Единственный шов у нас будет вот тут. Но для начала мы с вами поработаем с аппликациями. Сделаем глазик, сделаем хвостик, сделаем вот этот вот бантик. Поэтому мы сейчас пока выкраивать не будем деталь, а только ее обведем. Давайте мы для этого приколем булавочками. Если вы будете шить комплект прихваток, то есть 2 прихватки, то можете выкраивать сразу 2 детали. Только не забудьте, что вторая деталь для второй прихватки должна быть в зеркальном отображении. Прикалываем прямо с лицевой стороны, потому что вот эту всю разметку мы будем наносить на лицевую сторону. Так, мы все скололи. Теперь обводим по контуру. Я обвожу простым карандашом. Вот у меня вот такой карандаш мягкий. У меня 5B карандашик. И я обвожу контуры деталей. Я здесь не использую ручку, которая исчезает от горячего, потому что мы будем проглаживать утюгом, и нам не нужно, чтобы линии исчезали. Поэтому я пользуюсь обычным простым карандашом. Полностью контур обводим, а также все внутренние линии. То есть вот эту линию ротика нам нужно провести. Потом нам нужно провести линию глазика. То есть наметим глазик, где он будет. Это особенно важно, если мы делаем 2 прихватки, и нам нужно, чтобы они были идентичны. Поэтому вот эти места, где у нас будут аппликации, нужно наметить очень четко. Здесь у нас будет хвостик, здесь у нас будет бантик. До сюда мы проводим. Здесь можно метки просто поставить,
Что вот здесь вот хвостик у нас заканчивается. И здесь можно поставить вот такие меточки, где у нас будут пришиваться ушки. Все. Припуски на швы мы не размечаем, потому что у нас здесь припусков на швы не будет, как я уже сказала. Единственное, где у нас будет припуск на шов, это вот здесь. Можете, в принципе, сразу и наметить. 1 сантиметр. Все, мы прикололи, обвели. Можно теперь булавки уже убрать. Вырезать деталь мы сейчас не будем, потому что мы сейчас займемся аппликацией. И нам нужно, чтобы наши вот эти вот срезы не обтрепались. Мы сейчас займемся сначала глазиком. Я вам покажу, как сделать глазик. Для глазика нам понадобится выкройка. На листе выкроек это номер 3 и номер 4. Белый и черный фетр. Тоненький. Чем тоньше, тем лучше. Либо любой другой несыпучий материал. Нитки черные и белые. Можно взять мулине. Можно обычные швейные нитки. Маркеры. Маленькие ножницы. И игла. Сначала мы вырежем наши детальки. Из белого фетра мы вырежем вот этот вот кружочек. И с помощью маленьких ножниц мы его вырезаем. И давайте сразу же подготовим и детальку из черного фетра. Так, можно его вот так вот лицевой стороной вниз положить и обвести с изнаночной стороны. Я использую гелевую ручку. Давайте это вырежем. Вот так этот глазик у нас будет выглядеть. Вот так. Теперь возьмем нашу деталь для прихватки. И на то место, где у нас, вот видите, вот здесь есть разметка глазика, мы прикладываем деталь из белого фетра, чтобы она держалась. Так, приколем булавочкой. Пришьем ее по контуру. Вот я вдела в иглу белую ниточку, сделала на конце узелок и вот так вот просто начинаю пришивать швом через край. Если у вас нет фетра, вы можете просто глазик сделать из пуговицы или из какой-нибудь бусинки. Используйте свою фантазию и сделайте так, как вам больше всего нравится. А я вам показываю, как делала я. Все, булавка нам больше не нужна. Мы ее уберем. И ниточку на обратной стороне мы закрепим. Сделаем узелок
Вот обычный вот такой вот узелок. Раз, два, три, намотаем сюда 3 виточка. Подтянули. Все. Обрезаем. Теперь возьмем деталь из черного фетра. Приложим ее. Делаем все то же самое. Закрепляем булавкой. Теперь вдеваем черную ниточку и пришиваем. Вот здесь, где у нас уголок, можно сделать 2 стежочка, чтобы получше закрепить. Остальное все то же самое, что мы делали и с белым фетром. Просто поверх этого белого фетра пришиваем наш зрачок. Булавку можно убрать, когда она станет не нужна. Теперь этой же черной ниточкой давайте мы с вами наметим реснички. Сделаем просто вот такие вот стежки. Нитку давайте закрепим. Теперь возьмем еще раз белую ниточку и поставим на зрачок блик, чтобы мышка выглядела живой. Просто вот так вот пару стежочков. Можно еще один. Отлично. Глазик у нас готов. Переходим к хвостику.